Блин. В прошлый раз я запускал голосование, какое видео будет следующим. Победила персонализация Гаррис мода под себя. Ну что же, ловите тогда. Думаю, мы пойдем по порядку. Начнем с меню. О, это приветливое меню. Только вот мне не нравятся картинки на фоне. Да и шрифт какой-то посредственный. Начальное лого фейспанча уже надоело. Пора закинуть сюда таджика, который нам все сделает как надо. Перед началом потребуются инструменты GC Escape и VTF Edit. Оставлю их в описании, вдруг захотите побаловаться. Итак, начнем с лога. Так как это все время спрашивающий тебя о том, хочешь ли ты сдохнуть рожа, уже достало. С помощью Escape открываем файл GarrySmod dir, находящийся в папке GarrySmod в корневом каталоге игры. Здесь переходим в папку Materials и находим папку Intro Screen. Вынужден здесь себя приостановить. Если вы собираетесь в дальнейшем многое изменять, то советую все папки из этого дира экспортировать к себе на рабочий стол. Или же куда-либо, чтобы не мучиться и постоянно не экспортировать их из дира. Продолжаем. Перекидываем ее на рожу вот этого мента и бьем по этой папке дважды, чтоб тебе было больно, собака. Дальше входим в мента и смотрим, что здесь и кроется эта рожа. Так, забалыбала. А, бля, мне надо было его отредактировать. В общем, редактируем так, как считаем нужным. После этого закрываем и создаем на рабочем столе папку с любым названием на английском. В нее перекидываем нашу папку. Заходим внутрь, создаем папку Materials. В нее перекидываем папку Intro Screen. После чего все это говно закидываем в папку Addons в GarrySmod. Она была повыше, чем дир. Теперь при запуске меня будет приветствовать надпись, которая не может говорить. Бля. Ну, это все же лучше, чем предыдущие. Так, а это что такое? Че это за уебище? Блять, пошел нахуй! Так, надо и это бы изменить. Для того, чтобы заменить бэкграунды или добавить свои, не шибко важно. Заходим в корневой каталог игры. Так, я буду называть его теперь ККИ, а то он будет, мне кажется, звучать частенько. Так вот, в ККИ переходим в папку GarrySmod. Тут заходим в папку Backgrounds и дальше дело за вами. Я лично сюда кидаю свои позинги. Однако вы можете сюда накидать мемов, чтобы деградировать даже в меню. И вот вы скажете: бля, ну заебись, но мне вот родного музла не хватает. Слышь, как добавить, блядь? А я вам отвечу: пошел нахер! Адекваты же, которые хотят поставить действительно клевый саунд, должны перейти в ККИ. Дальше зайти в папку GarrySmod и потом создать папку Sound. В ней создаем папку UI, ну а в этой папке уже размещаем наше любимое музло. Далее как-либо его переименовываем. Я лично рекомендую название меню или Easy. Или же классическое мат твою ебал. Сука, блять, мат твою эбал. Писать нужно обязательно на латинице, и поэтому, если хотите оскорбить друга тем, что он живет в России, то придется писать на пиндосских буквах. После того, как вы придумали оригинальное имя, переключаемся на Steam и кликаем правой кнопкой мыши по GarrySmod. Осторожно, не переборщите, ведь вы можете его поранить. Дальше устанавливаем параметр запуска +play и в кавычках UI/ ваше название трека, формат трека. Ну и все, наслаждайтесь музлом. А чё это, тебя звуки что ли не устраивают? Я не понял, ты охуел? Ну, если да, то не бей, я расскажу, как их поменять, окей? В нашей созданной с аддонами папке делаем еще одну папку под названием Sound. Подчеркиваю, именно Sound, а не Sounds. И подчеркиваю второе, именно в папке с нашим аддоном, а не в папке GarrySmod. Далее в ней создаем папку GarrySmod. Ну и дальше дело за вами. Объясняю, если хотите поменять звуки в меню, а именно когда наводитесь, когда выбираете и когда возвращаетесь, то именуем их как UI, нижнее подчеркивание клик. Это звук нажатия. UI, нижнее подчеркивание hover, это звук наведения. UI, нижнее подчеркивание return, звук возвращения в главное меню. Если хотите поменять звуки загрузки и сохранения, или если вы играете в Murder, то звук подбора улик с чертовой магией на что-нибудь менее бьющее по ушам, то именуем их как save, нижнее подчеркивание load 1, save, нижнее подчеркивание load 2 и так до 4. Важно заметить, все звуки должны быть в формате WAV, иначе они чаще всего не будут воспроизводиться. Ну вот, наслаждайся. Надоели стандартные иконки спавна оружия NPC и Entity? Ага. Лично мне да. Поэтому пора бы их заменить. Да и тем более у меня они не соответствуют рескинам. Заходим в дир, далее переходим во вкладку Entities. Вся та же самая процедура, что и с лого FacePunch в самом начале. Единственное, что хочу сказать, так это то, что не забывайте. У изображений должен быть формат PNG размером 128 на 128 пикселей. Перекидывайте после проделанной работы папку с иконками под заданным вами названием Entities в папку Materials. То есть в ту же, в которой лежит папка Intro Screen. Наслаждайтесь.
Также мы можем поменять и такие мелочи, как иконки подсказок, иконки сохранений и демозаписей, но я не думаю, что это вам нужно в первую очередь. Если же все же нужно, то давайте соберем под этим видео автомат Калашникова. Хотя, знаете, я тут на монтаже так подумал, в жопу этот Калашников слишком заезжено, давайте лучше SG-36. Все, мой ход сделан, жду пока соберете, ну а пока продолжим рыться не в мелочах. В самой игре мы фактически можем изменить все, что душа пожелает, однако я предлагаю начать со звуков. Звуки смерти, ранений и тому подобное. Я честно скажу, дальше будет ад для тех, кто не любит мучиться, так как придется попотеть, чтобы запихнуть побольше звуков, чем располагает игра. Если вы не хотите менять in-game звуки, то лучше перематывайте, вам же будет проще, ну а для хардкорщиков готовьтесь засыпать, это будет утомительно. Фух, итак, я хочу вам показать замену звуков на примере Метрокопа, так как его тип разговора, да, именно разговора, происходит сразу во всех направлениях, что нам нужны. Начнем со звуков передвижения. Все данные типа звуков находятся в диле в папке Scripts. Дальше заходим в папку Sounds. Здесь целое хранилище с необходимыми дорожками, но нам нужен только один скрипт. Находим Sounds NPC Metropolis и заходим в него. Здесь вы сможете изменить звуки передвижения. Не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. Находите строчки player, /footsteps, /tile1.wav и узнаете, что ваши звуки должны называться tile, иметь название цифру от 1 до 4 и находиться в данном расположении. Соответственно, создаем в папке Sound папку player, в ней папку footsteps, ну а дальше в нее закидываем нужные вам звуки с уже заданным названием. Довольствуйтесь. Но вдруг у вас оказалось больше звуков, чем вы предполагали. Что же делать тогда? Выход есть. Возвращаемся в файл Sounds NPC Metropolis, после чего находим строчки кода с названиями npc metropolis.footstep right или же npc metropolis.footstep left. По чуть... Left, блять. npc metropolis.footstep left. Чуть ниже находятся строки с припиской в начале типа wave. Они-то нам и нужны. Скопируйте данные строчки и вставьте их следующими. Измените цифру в их названии. Теперь закиньте оставшиеся звуки в аудиторию к предыдущим, но на этом мучения не заканчиваются. Заходим в папку с нашим модом, создаем в ней папку scripts, в ней папку sounds, ну и сюда уже копируйте отредактированный вами файл npc sounds metropolis. Поздравляю, это было сложно, но теперь все должно работать. Но что же делать, если у вас очко так играет, что у Метрокопа теперь есть шаги передвижения измененные? А вот я меняю значение ниже по тому же принципу, и нихуя не срабатывает. А я хочу, чтобы в моей любимой игре Метрокопы умирали как-то так. Объясняю для тебя, ко всем значениям ниже в данном скрипте была заметка выше, которую можно... Блять, заметка, да сука. Объясняю для себя, ко всем значениям ниже в данном скрипте была заметка выше, которую можно перевести как «не лезь, дебил, блять, все файлы нужно менять в скрипте sentences». Что это за скрипт такой? Я думаю, стоит немного разъяснить. С помощью данного скрипта NPC, наподобие метрополиции, могут общаться между собой. Его предложения формируются в этом скрипте. Как пример, когда он находится в состоянии простоя, idle, то есть бездействует, то он может периодически задавать своим соратникам вопросы или же приказы. Также его звуки смерти тоже формируются тут. То есть, как вы помните, наверное, после смерти его рация отображала пульс, после чего связывался пост и докладывал о том, что у нас, мол, есть потери. Это все формируется тут и не находится в одном звуковом файле, как вы могли подумать. Так, ну а теперь пора бы его отредактировать. В деле заходим в папку Scripts, и он уже маячит перед вашим носом. Открываем его и пролистываем вниз. Здесь мы должны найти сведения о Метрокопе. Они находятся примерно в середине, вы их вряд ли пропустите, так как там сразу начинаются короткие строки. Пролистываем все короткие строки и доходим до длинных. Здесь уже я вкратце разъясняю, иначе мы тут до завтра останемся. Самыми первыми идут звуки смерти. Заменить крайне просто. После надписи V80, это если что громкость звука, которая почему-то не работает, стираем все до фигурных скобок. До. Теперь между фигурными скобками и надписью V80 вставляем название наших звуков. Формат указывать не нужно, он прописан в скрипте. Если нужно больше слотов, то вы уже знаете, что делать, просто копируем и вставляем строки. Дальше идете как по накатанной. Переводите, что написано тут, и заменяете строки. Да, кстати, если что, до надписи звука также располагается путь к необходимому файлу. Можете его заменить, если он у вас другой. Так, Бялт, я не понял. Тебе что, захотелось предложение построить или что? Ну ладно, сам напросился. Для этого нужно после названия вашего файла вставить название той дорожки, которую вы хотите пустить следующей. Ну и все. Так, звуки мы, может, и изменили, только вот мне кажется, что этого мало, и пора перейти к текстурам. С помощью проги VTF Edit вы сможете импортировать и экспортировать текстуры в формат VTF. Если что, это тот формат, который ресурс-движок может распознать как родного. Так вот, здесь я вынужден сказать, что необходимую текстуру вам придется искать самому. Я, к примеру, решил это продемонстрировать на взрывчатке Slam.
Кстати, не забывайте про Ctrl плюс F, я понимаю, многие из вас и так об этом знают, но а вдруг? Если что, это очень помогает и работает также в GCF Escape. Итак, с помощью программы открываем необходимый нам файл, экспортируем его куда нам необходимо. Рекомендую экспортировать в формате PNG. Мне кажется, это самый наиболее удобный вариант. После экспорта заходим к нашему файлу с помощью Photoshop. Именно Photoshop, потому что Paint создан для рисования хуев. Так сам Слидан сказал, а я склонен верить в Бога, поэтому не надо мне перечить. Короче, проявляем свою творческую фантазию. После того, как вы закончите творить, заходим вновь в Edit, нажимаем на кнопку файл и на кнопку Import. Проделываем путь к нашему файлу, то есть к тому изображению, которое уже готово. После этого закидываем сам файл в KKI, в ту папку, которую мы создали в виде аддона. Создаем папку Materials, если у вас ее еще нет. Ну и закидываем по тому же пути, что и эта текстура лежит в дире. Если надо, создаем папки. Довольствуйтесь. И думаю, пока на этом можно приостановиться. Понимаю, рассказал не так много, как хотелось бы, да и видео вышло, честно говоря, коротковатым. Но опять же, с вас IG36, а с меня продолжение. По рукам? Не, лучше по еблу. Всем удачи и что там еще принято говорить? Похуй!